Если вы любите корейские продукты, кухонную утварь, товары для уюта, гаджеты и классные штуки для спорта, кемпинга, домашних животных и прочий милый хлам, то для вас есть просто невероятное место в Корее под названием Дайсо. Самый большой 12-этажный магазин в Сеуле, в котором можно найти что угодно для вашего дома. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким. Вы на канале Foodcore. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Если вкратце, то Дайсо — это торговая сеть по типу наших фикс-прайсов, где все стоит очень дешево, но ассортимент там просто огромный. Я, честно, очень люблю эти магазины, и большую часть вещей для готовки я покупаю именно там. А также всякие товары для ванны, чистки, уборки, стирки и так далее. Все тоже беру в Дайсо. Итак, вот мы и на месте. Мы находимся в центре Сеула, недалеко от станции Мёндон. Кто не знает, это очень большой торговый район, в котором можно очень классно пошопиться и поесть корейского стритфуда. Место очень атмосферное, я не раз показывал его в своих роликах. Так вот, если от станции, именно от 6-го выхода, пройти немного в сторону, и можно увидеть вон то большое 12-этажное здание. И это именно тот самый магазин Дайсо. Вы посмотрите, вот это все здание, это все магазин. Я скажу честно, не все Дайсо такие в Корее большие. В большинстве случаев они 2- либо 4-этажные. Но этот славится тем, что в нем сосредоточено наибольшее количество категорий для вашей комфортной жизни. Ну что ж, давайте зайдем внутрь. I know they nauseous. I keep you cautious. But she trying to be booed up. She don't know about her roster. Act like you knew us. Обратите внимание, здесь вот расшифровка. Смотрите, с 1 по 12 этаж. Здесь все разные категории товаров, по 3 на каждом. И вот мы сейчас на 1-м этаже, и здесь обычно сезонные всякие товары. Вот, например, всякие открытки для того, чтобы поздравлять своих родных с приближающимся Рождеством. Ну и, соответственно, здесь все украшено тоже к Рождеству. Ой, посмотрите, сколько здесь прикольных всяких штук для домашнего декора. Ну и, думаю, всякие вещи для подарочков тоже сойдет. Ну, я думаю, вы уже поняли, что не просто так это сезонный этаж, так скажем, потому что если бы сейчас был бы какой-нибудь Хэллоуин, то здесь все было бы на тематику Хэллоуина. Если бы это был бы какой-нибудь национальный праздник корейский, то тоже было бы все посвящено ему. Но так как вот приближается Рождество, то здесь, соответственно, всякая такая вот подобная рождественская утварь. Еще на 1-м этаже, конечно же, кассы, но я предлагаю подняться на 2-й этаж. Так, ну а на 2-м этаже у нас всякие товары, именно косметика для красоты. Также тут написано, что есть всякие штуки, связанные с санитарными принадлежностями, макияжем и так далее. Вообще, на самом деле, народу очень много. Маски для ног. Много всяких штук, с помощью которых вы можете ухаживать за телом. Я так понимаю, крема. Но я в этом не сильно силен. Я вот обычно вот такую штуку покупаю. Это жидкое мыло для детишек. И оно очень такое приятное, и от него руки не сушатся. А еще его хватает на очень долго. И стоит оно копейки, 3000 вон. 1000 вон это 56-57 рублей. Ну вот считайте, условно говоря, 150 рублей. Такие принадлежности для маникюра, зеркальца, опять маски, только уже для лица, товары для ухода за волосами. Мужской уход здесь тоже есть. Смотрите, помадки для волос, для бороды, я так понимаю, всякие спреи. Что здесь еще есть? Ну, я уверен, если порыться, можно найти всякие принадлежности для бритья. Вообще, давайте мы, наверное, не будем на этом этаже задерживаться, потому что я не сильно силен во всех этих штуках. Единственное, что я вот знаю и покупаю в таком отделе, это вот такие вот маски иногда. Но особенно в межсезонье, чтобы не подхватить какую-нибудь болезнь, какую-нибудь простуду, я не знаю, где-нибудь в общественном транспорте. Но, собственно, это все, что я тут знаю. Ну и там всякие ватные диски, палочки и так далее. Ну и салфетки. Пойдемте на следующий этаж. Капец, я кое-как вышел из этого этажа, потому что там столько людей, и в основном одни девушки. Это была та еще задачка. Пришлось немножко попихаться. Следующий этаж у нас посвящен всяким гаджетам. Диджитал, так скажем. Во, зацените, здесь нет косметики, поэтому меньше народа. Что я вижу сразу? Сразу, что мне попалось на глаза, это вот такая вот классная штука.
для телефона. То есть, по факту, это что-то вроде джойстика получается. Блин, прикольно, я бы такую купил. А еще тут очень много всяких штативов под телефон и под камеры. И стоит это все тоже очень дешево. Это сколько вот? Это 2000 вон, 110 рублей. Это 3000 вон. Ну, я буду точные цифры, цены показывать. Но пока что вот так буду говорить. Либо 55, либо 60 рублей округлять. Вот это очень полезное дело. Смотрите, здесь всякие переходники с розеток. Естественно, кабели, Type-C, Lightning, мини-USB и так далее. Вот переходники, смотрите. Мини-USB на Type-C. И все самое интересное, это стоит очень дешево. Смотрите, 3000 вон, 2000 вон. Вот эти вот вещи по 1000 вон. Здесь вот продаются стекла защитные для ваших телефонов. Наушники, которые тоже там стоят по смешным ценам. Самое, что дорогое вижу, это вот 5000 вон. О, чехольчики для айфонов. Мне бы надо бы прикупить, а то мой уже весь пожелтел, да износился. Электронные свечки. Что-то захотелось аж распаковку снять. Выглядит просто очень интересно. Судя по всему, это вот такая вот штука, которую, когда включаешь, она выглядит как свеча. Еще всякие тут переходники, хабы, мышки, клавиатуры. Есть даже вот такие вот вещи, я так понимаю, это подставки под, да, под мышку, под руку точнее, когда вы работаете много мышкой, чтобы рука у вас не забивалась. Ну это веб-камера. Не знаю, пользуется еще кто-либо веб-камерами. Ну так подозреваю, если у вас стационарный компьютер, наверное, она нужна. А это приблуда, если вы хотите поставить свой монитор чуть повыше. И, ну, короче, вот, на самом деле, вот это классная штука. Я бы все взял. Вот так эта подставка выглядит. Типа вы ставите монитор повыше, чтобы у вас шея не напрягалась. И, собственно, вот такая вот подставочка. Ну, выглядит достаточно симпатично. Она там еще разных цветов под ваш стол. Очень много канцелярии всякой разной. Начиная вот от всяких закрепок, булавок. В общем, чего тут только нет. Ой, смотрите, какие милые подарочные коробочки. Вот знаете, порой бывает очень сложно найти что-нибудь подобное. Я имею в виду, когда там у друга день рождения, тебе надо какую-нибудь мелочевку засунуть в красивую упаковку. Мы обычно покупаем вот эти, знаете, пакетики. А здесь вот можно вот такие коробочки купить. Вот такая, например, стоит 1000 вон всего. Вот это стоит тоже 1000 вон. Ну, смешные деньги вообще. Сколько вот это стоит? Она вроде побогаче выглядит. Где цена? Ну вот, 2000 вон. Ладно, пойдемте на 4-й этаж. Мне кажется, с него начинается все самое интересное, потому что он сейчас посвящен всяким игрушкам, украшениям для вечеринок. Ну, вообще, он, в принципе, называется Kids, Character и Party. Первое, что нас встречает, вот такая вот большая вывеска Disney. Ну, и я так понимаю, здесь все посвящено Микки Маусу и всяким персонажам из диснеевских мультиков, сказок, фильмов. Не знаю, есть ли среди моих подписчиков фанаты Диснея и, собственно, Микки Мауса. Лично я не фанат Диснея, потому что они в последнее время из фильмов всякую дичь снимают. Но давайте перейдем к более интересному разделу, а именно всяким игрушкам. Пацаны, смотрите. Смотрите, какая клевая тачка. Я прям практически могу ее потрогать. О, она металлическая. Не, она пластик, ну тут есть тоже металлические детали, судя на ощупь. И, короче, ее вот так вот натягиваешь, и она потом едет, короче. Ну ладно, сколько она стоит? 5000 вон. Блин, классная штука. Но это не только здесь есть машинка такая, есть, смотрите, мотоцикл. Выглядит вообще балдежно. И все это тоже стоит там 3-5 тысяч вон. Ну, конечно же, есть всякие военные штучки. Джип какой-то с пушкой. И он там может эту пушку с собой возить. Ну, конечно же, есть полицейский мотоцикл. Конструкторы. Лего. Не Лего. Какой-то другой. Оксфорд Таун называется. Тоже вот такой наборчик стоит 3 либо 5 тысяч вон. Я не знаю, я так понимаю, это можно вот купить всяких разных и построить свой небольшой Оксфорд городок. Ой, смотрите, у них даже есть свой этот Тайсо. Это очень мило и прикольно. Знаете, что по-настоящему классно? Это вот эти вот конструкторы, не знаю, как это, модельки, которые вы можете собрать. Смотрите, барабаны, например. И знаете, что это? Это, короче, металлические какие-то пластинки, с которых ты вот вырезаешь вот эти детали и потом вот собираешь корабль.
Видали? Смотрите, какой он клевый. В моем детстве не было таких конструкторов, но это очень классно. Смотрите, вот он вот такой вот потом получится. Очень забавные копилки. Конечно же, это хрюшки. Вау, смотрите, друзья, какая классная вещь. Это тоже копилка, но в виде медведя. Это же медведь? Медведь. И ее не надо разбивать, она прозрачная. Блин, ну такую я бы себе купил. Правда, не знаю, зачем она мне, но тем не менее. Ой, ну вот это что-то на роскошном. Купили бы своему ребенку такой револьвер. Смотрите, он золотой. Просто, если хотите, чтобы у вас там вырос будущий Пабло Эскобар, я не знаю, или кто там, вот такую вот штуку покупайте, и все. И вырастет из вашего ребенка, как называется, любитель цыганского барокко. Теперь понятно, почему этот этаж называется character, ну, то есть персонаж, потому что здесь очень много всякой другой именно продукции, я имею в виду, ну, повседневной, которая там может быть там использована в быту, и она вся вот именно посвящена этим персонажам. Например, есть стенд с персонажами Pixar. Мне, кстати, история игрушек очень нравится, но тут я пока ничего не вижу. О, смотрите! Вот это круто! Я даже знаю, кому бы я такое подарил. Есть у меня сестренка, которая обожает Лило и Стич. А не, историю игрушки нашел. Что это у нас? Пакетик, что ли? Ну, странно, только вот пакетик им посвящен. Вешалки Чип и Дейл. А, не, вот есть фигурки даже. Блин, оно все такое милое, все такое красивое. А это у нас что? А, это вот то, что, вот, видите, как на голову это все дело. Короче, девушки, вы знаете, что это, напишите в комментариях. Не знаю, как вам, но, на мой взгляд, следующий этаж начинается самый интересный, потому что здесь написано «Еда». Пойдемте скорее. Сразу нас встречает отдел со всякими печеньками и снеками. Снэк. Здесь столько всяких полезных штук для кухни. Вот, например, смотрите, это пакеты, в которых вы кладете овощи, чтобы они не портились. Я не знаю, как это работает, но это работает, потому что я смотрю, многие здесь ими пользуются. Вот есть там темные пакеты, есть вот такие же светлые пакеты. Фольга, есть пергамент всякий разный. Там я где-то видел еще ткань для, когда вы что-нибудь на пару варите. Мне очень нравятся вот эти вот штуки. Это зиплок, примерно то же самое, что у нас продается. Но самое крутое, знаете, это вот эти вот зиплоки, потому что здесь, получается, вот эти вот пакетики, вы когда отматываете, сколько вам надо, кладете продукт, и потом вот этим вот зиплоком пакет отрезаете. Вот смотрите, видите, здесь как показано. Это очень удобно. Я себе такие постоянно покупаю. Стоит тоже всего 2000 вон. Здесь продаются чаи, всякие напитки, которые надо заваривать кипятком. И знаете, часто говорят, что корейский чай, он невкусный. Я с этим не согласен. Я вот очень люблю вот этот ячменный чай порича. А еще мне очень нравится чай, который, вот их вот этот хёнми, ну, чай, это зеленый чай. И мне еще очень нравится их кукурузный чай. Но что-то я его здесь сейчас не вижу на полке. Но, в общем, он тоже офигенный, очень вкусный. Просто, знаете, в Корее принято чаи пить с расчетом, что это будет полезно для вашего здоровья. То есть они так в обычной жизни, как мы, чай не пьют. Поэтому они стараются, вот, например, тот же пори-чай пить, например, для того, чтобы улучшить пищеварение. Консервированный тунец, ветчина спэм. Все здесь это имеет смысл покупать, потому что здесь оно стоит дешевле намного, чем в магазинах, тех же 7-Eleven. Вот смотрите, 2000 вон. Обычно вот такая вот баночка, она стоит там 3,5, 3,200 в 7-Eleven, а здесь 2000 вон. Спэм, кстати говоря, не знаю, вот эта баночка стоит 3000 вон здесь. А вот сколько в 7-Eleven я не смотрел, но я уверен, что где-то 4,5, наверное, тоже будет стоить, ну, дороже намного. Ну вот пасты здесь, например, дешевые, если вам тем более не надо большой объем. Хотя, я думаю, в магазинах примерно так же они будут стоить. Но самый смак здесь это вот эти вот рисовые кашки. Я их просто обожаю. Вот чамчичук — это кашка с тунцом. Есть у них тут просто овощная, например. Но есть также и, допустим, вот из тыквы. Она тоже очень вкусная. Готовый рис. Если вы не любите варить рис, либо не умеете, хотя если вы подписаны на мой канал, значит умеете. Но тем не менее, это тоже удобно. И я иногда тоже покупаю себе вот такие вот штуки. Ну, конечно же, его величество рамен. Было бы странно, если бы его здесь не было. Вот этот, кстати, парень очень известный. Это чувак по прозвищу Фейкер. Наверное, величайший игрок в League of Legends, наверное, за всю историю. И его команда T1 каждый год там, по-моему, становятся чемпионами. В общем, красавчики. О, вот эти вот тарелочки, это вообще просто must have. Вот эти вот, видите, пластиковые тарелочки, не стоят вот 10 штук, 1000 вон.
Чем они классные? Они, во-первых, очень хорошего качества, то есть они плотные, это не дешевый вот этот вот пластик одноразовой посуды. И в них очень удобно накладывать панчаны, то есть, допустим, ты готовишь застолье, и у тебя много салатиков, много там всяких блюд на столе, ты просто покупаешь вот такую вот посуду, и она, во-первых, ее можно использовать много раз, во-вторых, она очень красиво выглядит и стоит, смотрите, копейки. Поэтому, блин, я вот когда в Корее живу, они у меня постоянно есть в шкафу, потому что если мне лень, я просто потом мыть посуду, я достаю их и использую. Просто огромный выбор всяких конфеток, мармеладок, вот всякие кофейные есть, сладости, желе, большой стенд с чипсами. Сейчас очень популярны чипсы, знаете, какие? Ну, в смысле, они всегда здесь были популярны. Это вот эти чипсы Бингре, которые у нас продаются, но вот это вот с острым вкусом. Но здесь, вот смотрите, есть какие. Вы наверняка знаете вот этого персонажа, K-pop Demon Hunters. Здесь же вот тоже есть вторая участница. Если смотрели мультик, ставьте лайк обязательно. Вроде ничего особенного, но их раскупают очень быстро, потому что все хотят прикоснуться к этому. Есть вот специальные здесь пакеты для кимчи. Они так и называются. Кимджан Пунту. Это значит пакет для кимджана, то есть для процесса заготовления кимчи. Удобно. Сейчас мы поднимаемся на мой самый любимый этаж. И почему-то здесь меньше всего людей. Это посвящено непосредственно посуде, кухне и так далее. Давайте зайдем. Тут очень большой стенд с керамической посудой. Но я скажу честно, мне вот в Daiso не нравится покупать посуду, потому что она вся белая, смотрите. Вся абсолютно белая. Вы знаете, я люблю темную посуду, а из темной посуды здесь вот только вот такие вот маленькие тарелочки. Они на самом деле милые, прикольные, классные. Ну, блин, ну это что? Ну, это не подойдет. Ну, ладно, окей, для соуса можно вот такую вот взять. Но, блин, и что, она будет только одна такая? Короче, вот из-за этого мне в Daiso не нравится посуда. Но здесь есть другие вещи классные, которые я вам сейчас покажу. Вот, например, смотрите. Большой выбор таких горшочков Тукпеги. Вы часто спрашиваете, где их взять. На самом деле, они на маркетплейсах наших продаются. Но здесь они очень дешевые. Вот такой вот Тукпеги на 12,5 сантиметров. Сколько здесь, я не знаю, по объему. В общем, он стоит 3000 вон. А вот большой, уже на 15,5 сантиметров, вот он стоит 5000 вон. Причем тукпеги здесь, вот видите, разные бывают, разного цвета, с разными крышками. И вот отдельно здесь подставочки есть. И знаете, что мне еще очень нравится? У них вот есть вот такие вот мини-кастрюльки, так скажем, тоже тукпеги. И вот, например, на 700 миллилитров 16 сантиметров. И в них предполагается, что вы будете готовить. И знаете, что классно? Вот вы приготовили супчик и просто потом не переели, условно говоря. Это очень удобно. В том плане, что если вы контролируете, сколько вы съели. Есть вот поменьше, на 600 миллилитров. Ну и, конечно, наши замечательные кастрюльки под рамены. Они тут, кстати, всякие разные. Вообще, на самом деле, под рамен подойдет маленькая кастрюлька. Но я вот очень люблю вот такие вот еще плоские, потому что в них рамен можно готовить как какой-нибудь чиге. Вот, допустим. Тут, конечно, нужно, наверное, на 20 миллиметров брать. А, вот, собственно, тут вот есть на 22. Вот, смотрите, это такой вот мини-котелок, в котором прекрасно сварится лапша. И еще накидать туда ветчины, сыра, там, всяких овощей, грибов и так далее. И вообще будет отпад. И что по ценам? Большая кастрюля 5000 вон. Вот супер большая на 2,2 литра. Вот это тоже 5000 вон. Вот эти уже поменьше по 3000 вон. Насколько помню, вот такие вот маленькие кастрюльки, которые идут уже там 16-18 сантиметров, они идут по 2000 вон. Я еще очень люблю корейскую посуду из нержавейки. Она на самом деле очень удобная. И выглядит именно корейская, да, именно в таких выглядит мисках очень стильно. Вот, например, смотрите, под соусы. Стаканчики, которые у них в общепите под воду подают. Но самое классное это вот эти вот вещи. Это под рис. Такая вот миска с крышкой. И в них обычно рис не остывает. Точнее, долго остается теплым. Вот эти вот штуки, в которых сервируют некоторые блюда, например, жареный чикен. Многие думают, что в них готовить надо. Нет, на самом деле максимум лишь подогреть только. Использовать для того, чтобы в них подавать блюда. Вот эти большие миски для куксу, бибимбапов и так далее. Вот это самые крутые ножницы для нарезки мяса. Из-за того, что они вот такие вот изогнутые, они очень классно режут, очень равномерно, и они, кстати говоря, очень острые. Я когда приезжаю в Корею, я постоянно их покупаю. И, кстати говоря, они подорожали. Наверное, многие их любят, потому что они стоят сейчас сколько? 2000 вон, а раньше они стоили 1000 вон. Вот как, собственно, и остальные все. Видать,
все просекли, что вот эти ножницы очень крутые. А вот этот выглядит, знаете, как ключ какой-нибудь там или инструмент из гаража вашего отца либо мужа. Но нет, это штука для того, чтобы тукпеги снимать с плиты. Керамические горшки, в них разогревают или зачастую готовят еду, и они очень горячие. И руками, либо прихватками сложно их снять, поэтому вот придумали вот такую штуку. Ну, конечно же, щипцы для жарки мяса, пинцеты всякие кулинарные. Ну, короче, здесь много всего. Вот, например, лопатки всякие. Мне, знаете, что нравится? Вот такие вот прикольные ложки для риса. Ну, имеется в виду для вашей рисоварки. Обычно ее некуда деть. И некоторые производители на рисоварках ставят такие специальные держатели, в которые вы суете вот такую вот, допустим, обычную ложку. Но у этой, в чем прикол лопатки? Ты ее можешь поставить. Условно говоря, на стол поставили, и она стоит. И не надо придумывать, куда ее деть. Очень удобно. Стоит тоже копейки, 1000 вон. Ножи я ни разу не покупал в Тайсо. И думаю, что они тут не супер высокого качества, но свою задачу, думаю, выполняют вполне отлично. Большинству не нужны какие-то профессиональные супер крутые ножи. И вот за 3-5 тысяч вон это, мне кажется, прекрасно. Сделка века. Соусницы, масленки. Все это очень удобно. Ну, лично мне вот эти штуки очень нужны, когда я готовлю, особенно на камеру, чтобы красиво налить соус там и так далее. Здесь этого тоже навалом, и смотрите, 500 вон. Ну, просто за даром, считай. Так, мензурки, весы. Весы сколько? 5000 вон. Формочки для того, чтобы печь. Вот это крутая штука. Вы знаете, что это? Это когда вы варите бульон, закидываете сюда лук, чеснок, кости, что-нибудь еще такое. Ну, кости, ладно, можно не закидывать, но я имею в виду коренья всякие, и варите бульон. То есть не надо потом это все вылавливать, либо процеживать. Как это выглядит? Очень удобная штука. Ну, насколько знаю, у нас на маркетплейсах тоже продается. И не знаю, сколько у нас стоит, но здесь вот такая большая штука 5000 вон стоит. Они есть поменьше. Мы пришли к очень интересному стенду, и он посвящен контейнерам. Смотрите, вот это контейнеры для кимчи. Вон контейнер для кимчи, который с прессом идет. Это обычные контейнеры, они тут подразделяются по объему. Вот на 4 литра я обычно на 5 покупаю. Но у меня есть, в принципе, и такой тоже. В нем я делаю коктуги обычно, храню. Ну и все остальные контейнеры, они тут тоже очень классные. Самое в этом всем интересном, что это все тоже стоит очень дешево. Вот такой контейнер герметичный стоит 1000 вон. Они тут бывают разделенные на секции, смотрите. 3 вида овощей можно хранить в одном контейнере. Большие банки для хранения и, собственно, настаивания. Вот у меня мама постоянно любит вот такие вот именно большие емкости. Мне кажется, она бы здесь все купила бы. А вот такие простые контейнеры, ну, я имею в виду не герметичные, они, вот смотрите, сразу продаются пачками по 1000 вон. Ну, потому что они здесь самые дешевые, самые бесполезные. Ну, я не люблю просто такие контейнеры. Я люблю именно герметичные. Если мы говорим про стеклянные контейнеры, а я стеклянные вообще обожаю, 3000 вон, вот такой вот. Ну и смотрите, вот 640 миллилитров, да, и вот на 950 миллилитров, казалось бы, он же больше, должен стоить дороже. Но нет, он тоже стоит 3000 вон. Я не знаю, есть ли у нас такие еще цены в России, потому что, ну, например, здесь затариться контейнерами вообще не стоит ничего. Вот такие вот контейнеры, которые вы видите в моих роликах, я их покупаю в России по 600 рублей. Здесь он стоит 3000 вон. Причем те контейнеры, которые я покупаю в России, они именно российского производства. Ну, я не знаю, ну почему здесь так дешево? Единственная проблема просто со всеми этими ценами и доступностью таких вот, не знаю, вещей, как контейнеров, в том, что я, к сожалению, не могу их отсюда увезти. Не потому что нельзя, а потому что, ну вот сколько я таких контейнеров смогу запихать себе в чемодан? Очевидно, немного, да? А ездить в Корею чисто из-за контейнеров, ну не знаю, такая себе история. Меланиновая, или как там называется этот материал, посуда, вот эта чашка для рамена. А еще мне нравятся вот такие вот подносы секционные. Знаете, чем они мне нравятся? Ну, вот это конкретно... Вот вы говорите, зачем столько тарелочек, потом их мыть? А вот ты вот такой вот наложил себе вечером. Сюда, например, поставил тарелочку с супом. Здесь рис и горячее. И вот в эти отделения еще положил кимчи и пару панчанов. И все, поел, а потом взял, помыл всего лишь одну, условно говоря, тарелку. Они, кстати, еще бывают металлические, и мне металлические больше нравятся. Но пластиковые чем удобные, тем, что их можно греть в микроволновке. Металлическую, к сожалению, ты не сможешь.
погреть. Только кружек. Приборы для еды. Корейские палочки для еды. Они все, как правило, металлические. Есть, смотрите, вот такие вот. А-ля золотые. Очень красивые. Я почему-то не вижу такие, знаете, длинные поварские палочки. Ну, кстати говоря, не только плоские есть. Здесь есть всего, смотрите, квадратно-круглого сечения. Ну, то есть они, где вы держите рукой обычно квадратного сечения, а сюда уже закругляются. То есть, на самом деле, можно найти и не плоские палочки, если вдруг вам неудобно. А это у нас отдел со всяким деревом. Доски разделочные. Тоже всякие разные. Есть темного цвета, я вот очень люблю вот такой вот цвет темный. Я думаю, вы заметили в моих роликах. Деревянные поварешки, лопатки. А, вот они, смотрите, вот они эти длинные поварские палочки. Ими очень, кстати, удобно готовить. Я в том плане, что вот такими палочками мне удобно, потому что ты очень близко к источнику жара, так скажем, и из-за этого можно руки обжечь. А вот эти очень удобно, особенно, кстати говоря, когда варишь лапшу. Ладно, друзья, я думаю, вы уже поняли, что я могу бесконечно ходить по предыдущему этажу, где всякие кухонные принадлежности, но пора двигаться дальше. Вот мы сейчас на 6-м этаже, и он посвящен интерьеру. Ну, давайте глянем, что тут есть интересного. Первое, что я вижу, это большое количество ароматических диффузоров, да, это называется? Не знаю точно как, но здесь очень классно пахнет. Да, очень большой выбор. И тоже все стоит очень недорого. 2-3 тысячи вон. Вот это вообще мини-штучки, вот эти, они 1000 вон стоят всего. Арома свечки. Тоже, смотрите, большой достаточно выбор. Есть вот такие вот маленькие по 1000 вон, а есть вот уже большие. Ну такая увесистая достаточно. Сколько она? 3000 вон. Сделка века, а? Ой, смотрите, какая милая. Милая свечка. Набор арома свечек с ароматом клубники 3000 вон. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, 5. То есть получается 20 штук их здесь. И это стоит 3000 вон. Это надо брать, короче, ребят. Я себя чувствую, знаете, как этот ведущий магазина на диване, блин. Ну, реально, я говорю, здесь все стоит 1000, 2, 3, 5000 вон. И мне вот категорически нельзя в такие места заходить, потому что я обычно скупаю в такие магазины просто сразу контейнерами. Тапочки. В корейских домах принято либо ходить босиком, либо в тапочках. Когда приходишь кому-нибудь в гости, у всех всегда есть своя пара тапочек. И, собственно, всегда есть тапочки для гостей. Какие-то уплотнители для чего? Для окон. Смотрите, какие милые колокольчики. На дверь их обычно вешают, да? Когда кто-нибудь заходит, и они звенят. В целом, я смотрю, они все одинаковые. Есть вот только вот такой вот причудливый вместе с крышей. И стоят они по 2000 вон, вот это 3000 вон. А еще тут написано, что это? Чоунельман Кадухан Оныль. Сегодня день наполнен хорошими вещами. Вот что написано. Приятная штука. Это у нас что, будильники? Не, это часы настольные. Всякие разные. О, есть вот такие вот классические. Тоже большой выбор. Ну и, конечно же, настенные часы. Ну, не знаю, такие я бы, наверное, себе не стал брать. Но они здесь стоят очень дешево. Намного дешевле, в раза 3 дешевле, чем в обычном магазине. О, вот это нам надо. Это у нас ящики для хранения. И смотрите, здесь есть еще вот такой вот огромный. Но это не стенд, просто здесь в центр зала навалили. Оп, несколько секций. Это должно выглядеть вот таким вот образом. Достаточно хлипкая какая-то конструкция. А вот эти вот штуки — это контейнеры под мусор. В Корее, если вы знаете, обычно сортируют мусор. И вот такие вот контейнеры можно поставить у выхода. И смотрите, отдельно тут собирать пластик, и там стекло и так далее. Ну, короче, прикольно на самом деле. Если честно, я даже не знал, что для таких вещей тоже бывают контейнеры. Мне кажется, зайдя сюда, можно в принципе все в доме упаковать в контейнеры. Мне даже страшно. Как я жил без этих контейнеров раньше? Вы думали, что все, мы с контейнерами закончили? Нифига, смотрите. Еще 2 огромные стены с контейнерами для хранения. О, кстати, есть вот такие вот поприкольнее. Всякие типа вязаные. Я не знаю, в Икее такие раньше продавали. Икеи сейчас, по-моему, нет в России, да, уже? Но, по-моему, в Икее все это тоже стоило недешево. А здесь вот, смотрите, вот такой вот 2000 он стоит. Вот эти складные ящики для хранения чего попало, так скажем, тоже вот 3000 он стоит. Как это должно выглядеть? Ну, как-то так. Ну, симпатично, ну, только, я не знаю, оно какое-то все хлипенькое, на мой взгляд. Но это все, типа, подразумевается, что ты покупаешь, собираешь и как-то закрепляешь. Ну, вот так это, типа, должно выглядеть. Не знаю, напоминает полку для обуви.
Здесь можно купить шторы, штуки для штор. Это вот чтобы собирать штору в кучу. Это магниты, да, магниты. А это для того, чтобы обезопасить ваш дом. Допустим, ребенок, если у вас маленький, вот такую покупаете вещь и с помощью нее обклеиваете острые углы. Например, у мебели, как здесь показано. Так, подзадержались мы на предыдущем этаже. Сейчас мы переходим на этаж номер 8. И там у нас все для ванной, для стирки и для клининга. Большой стеллаж для ванны. Сразу вижу полотенца. Приятный, кстати. Мочалки. Мочалки в виде перчаток. Держалка для волос, да, пока вы умываетесь. Электробритва вот такая вот круглая. Надо будет, кстати, купить, затестить. Ну, вот это больше похоже на правду. То, к чему лично я привык. Конечно же, станки для бритья. Блин, большое количество всяких. О, вот эти вот прикольные, очень милые штучки. Это мыльница для ванной. Такую вот штуку можете прикрепить к стене. Это у нас поджидкое мыло. Блин, а вот они любят вот такое вот все миленькое. Порой думаешь, что это все для детей, но на самом деле нет. Девушки здесь такое обожают. О, смотрите, что я нашел. Вот это вообще киллер фича. Я такое здесь покупаю регулярно. Это называется картриджи с витамином С. В чем фишка? Вы покупаете вот такую вот упаковку. В ней, видите, такая вот желтая жидкость. Она на самом деле бывает желтая, бывает там вот здесь вот видно фиолетовая, красная, там еще какая-нибудь. Короче, здесь какая-то жидкость с витамином С. Вы достаете эту штуку, вот видите, она выглядит как картридж, и закручиваете ее к своей лейке. Вот, откручиваете шланг от лейки, вставляете вот этот картридж, закручиваете и все, и поливаете себя во время того, как принимаете душ, витамином С. Я не знаю, насколько это полезно, ну, я имею в виду, действительно ли это работает, но, как минимум, тебя поливает приятно пахнущая водичка. А еще здесь, смотрите, лейки бывают вот такие вот, вот такого вот образца. В чем здесь фишка? В том, что, смотрите, здесь вы можете внутрь добавлять специальный фильтр, который будет воду вашу очищать от всяких примесей. И, казалось бы, ну, типа странная вещь на самом деле, но поверьте, я тоже пользовался такой штукой, и вот эти вот фильтры, которые вы здесь покупаете, они потом под конец становятся супер черными, и что говорит о том, что вода у нас вообще нифига не чистая, ну поэтому они пользуются спросом. Стоит все это тоже недорого, 2000 вон. Швабры, веники, тряпки для того, чтобы мыть полы, чистящие средства для ванной, для мебели. На самом деле, кстати, они, говорю, очень эффективные. Здесь они настолько качественные, что я даже не знаю, чем они друг от друга отличаются, потому что, ну, вот, например, вот это стоит 2000 вон, да, а вот это, например, 3000 вон. И я знаю, что и вот этот, и вон тот будут супер качественными, и взять и тот будет классно, поэтому я обычно беру подешевле. Когда заходишь в какой-нибудь торговый центр, очень часто, если там, допустим, в магазине есть ковры, они вот такие штуки покупают, и потом вот таким вот образом чистят ковер от всяких там ниток и так далее. Удобно, но я на самом деле не представляю, зачем такое дома иметь, особенно если у тебя есть пылесос. Ну и, конечно же, ролики для одежды, для очистки одежды. Здесь, смотрите, можно купить вот такой вот антистатик. Берете салфетку, протираете свою вещь, и все, и к ней больше потом ничего не липнет. Но самая классная штука, которой я сам пользуюсь, это вот это. Это просто, не знаю, я называю это чудом корейской легкой промышленности, потому что это кондиционер для вашей одежды, имеется в виду освежитель. Короче, как вам объяснить? Вот, допустим, пришел ты в какой-нибудь щиктан, в котором там, например, жарят мясо, какую-нибудь свинину, и, естественно, стоит очень сильный запах. И хочешь не хочешь, но ты немножко эти запахи впитываешь, я имею в виду твоя одежда. И ты берешь вот эту вот штучку, она выглядит как такой, знаете, квадратный спрей, ты на себя прыскаешь, и все, и запах уходит. То есть он работает по принципу именно как освежитель воздуха, то есть он не просто маскирует запах, он наоборот его типа схватывает, аккумулирует и выветривается он потом с частичками, в общем. И при этом он очень вкусно пахнет. Здесь вот есть со вкусом лаванды, есть просто свежий хлопок, какие-то вот цветочки. Короче, я такую штуку постоянно покупаю, когда в Корее нахожусь, я еще с собой забираю там несколько вот таких вот штучек, и это очень выручает. Неважно, пропахли костром, пропахли едой, пропахли чем угодно, вот просто побрызгали, и все, и запах уходит. Тут тоже освежители для одежды, но они уже такие более стационарные, которые крепятся к вешалкам. Я знаю пару друзей, которым вот это очень понадобится. Как вы поняли, это
чтобы убрать неприятный запах из обуви. На самом деле полезно иметь такую всем, в том числе и мне. Знаете, что прикольно? Что чем выше поднимаешься, тем больше такие товары для повседневного использования, для домохозяек. Чем выше ты поднимаешься, тем выше возраст людей, которые находятся на этажах. Потому что на первых этажах, вы помните, это были всякие там косметика, детские товары, там электроника и так далее. Чем выше, это вот для кухни, для стирки, для уборки. Это очень забавно за этим всем наблюдать и быть в числе, в том числе, этих людей. Но я все это делаю чисто в научных целях, чтобы вам все это показать и рассказать. Смотрите, шок-контент. Вот такой вот огромный пакет порошка. Сколько здесь? 1,5 килограмма. Стоит 110 рублей. И я знаю, что это очень хороший порошок, потому что я им пользовался, когда жил в Корее. Резиновые тапочки. Причем, что-то не вижу, но раньше у них некое подобие Крокса. О, это что, Hello Kitty? Да, Мадон Сок бы одобрил. Короче, предыдущий этаж был, конечно, интересен, но не так, как следующий, потому что следующий – это этаж, который посвящен спорту и кемпингу. Я уверен, у меня среди подписчиков много спортсменов и любителей выехать куда-нибудь за город. Первое, что я вижу, это спортивная одежда, а еще вот такие вот тренажеры для того, чтобы работать с собственным весом. Ну, в общем, на самом деле, смотрю, тут много чего можно. Большой комплекс упражнений с такой штукой сделать. Специальные упоры для отжиманий. Тут есть еще, смотрите, доска для отжиманий. Она раскладывается, становится в 2 раза длиннее. Можешь регулировать степень и даже угол, какой у тебя будет именно упор, хват и так далее. 5000 вон всего. Ну, понятное дело, коврики для йоги, весы для того, чтобы огорчаться. О, тяжеленькая штука. А, это утяжелители. Утяжелители для ног. Ну, то есть, если вы уже достаточно выносливый человек, вот такие штуки себе на ноги крепите и делаете себе жизнь тяжелее. Но она реально тяжелая. Сколько она тут? А, 2 штуки по 900 грамм. Но вот эта, кстати, бутылочка вообще клевая. У меня такая есть. Я ей пользуюсь. Мне она очень нравится. Во-первых, потому что ее удобно с собой брать всегда. А во-вторых, если вы боитесь, что вода разольется в вашем рюкзаке, вы так можете взять и все. И гарантированно у вас вода никуда не убежит. Это у нас воронка для того, чтобы делать кофе в походе. Какая-то порционная посуда. Вот так вот берете, кладете в холодильник, заранее разложив по порциям. Кстати говоря, прикольно, удобно, наверное. Прикиньте, знаете, что это? Это контейнеры для носков. И, кстати говоря, почему-то японские. Это у нас тоже спортивная одежда. Здесь, знаете, в Корее есть фитнес-центры, в которые ты приходишь, и тебе выдают вот такую одежду. То есть тебе не обязательно с собой таскать форму, по-моему, только кроссовки надо, а вот одежду тебе могут выдать. Итак, мы подходим к зоне кемпинга. Первое, что вижу, это складной ящик. Наверное, это очень удобно. Ну, короче, здесь как это все работает? Ты загружаешь всяким добром его, а потом, когда это добро там съедается, условно говоря, он потом трансформируется в такую вот плоскую штуку и не занимает много места. Такой же здесь вот есть контейнер подобный, который складывается таким же образом, только он не механически складывается, он просто из какого-то такого полурезины какой-то. Посуда для кемпинга, естественно, металлическая. Набор контейнеров, ну, скажу честно, здесь они какие-то странные. То есть я бы лучше выбрал те, которые вот были этажами ниже. Столик, какая-то сковородочка для яичницы. Вот эта вот посуда, которая здесь для походов металлическая, она отличается от той, которую мы смотрели ниже, потому что она здесь обычно либо разделена на секции, либо сделана там с какого-то металла, который можно нагревать и не бояться, что он поменяет цвет, либо испортится. А это у нас уголь для того, чтобы разжечь его где-нибудь там на гриле, ну и пожарить мяско. Смотрите, какие гаджеты. Приспособление для того, чтобы делать воронку, я имею в виду кофе заваривать. У меня есть один друг, который вот балдеет по кофе, и он сказал, что это беспонтовые гаджеты, и с ними неудобно. Удобнее всегда взять дрип-пакет. Но, блин, если вы эстет и любите вот так заморочиться, мне кажется, это очень удобная приблуда. Я бы себе такую взял, правда, не уверен, что пользовался бы. Тут даже, смотрите, вместе в комплекте идет чехольчик. На самом деле здесь очень много всякой всячины просто. Смотрите, это что? Вот что это? На мой взгляд, это какой-то стенд, я не знаю, как это правильно, вешалка для посуды, которая будет сушиться после того, как ты ее помыл. Но знаете, что хочется сказать? Когда я смотрю на все вот эти вот штуки, так и хочется взять, все это купить,
и поехать на природу, чтобы все это использовать. Ну и, конечно же, снять это на видео. Я не знаю, если это видео будет популярным и наберет много просмотров, может быть, я заставлю Костю со мной съездить, и мы все это сделаем. Портативные переносные лампочки, чтобы вот у вас так палаточка потом светилась. Уличные всякие фонарики. На самом деле, так все прикольно выглядит это дело. Я, знаете, иногда смотрю на корейском ютубе ребят, которые ездят обычно в походы, и они вот такой вот всякой вот этой мелочью такой уют создают, что ты такой думаешь, блин, у них на природе лучше, чем у меня в квартире. Так, мужики, смотрите, что я нашел. Это у нас какой-то невероятный молоток. На самом деле выглядит как орудие для убийства. Показано, что можно выдергивать штыри для палатки, возможно, удобно. И, кстати говоря, вот они рядом здесь висят. Сколько они стоят? 3000 вон. Вот таких вот 2 штыря. Карабины. Есть у меня один друг, который эти карабины вешает везде. На свои ремни, на свои рюкзаки. Просто у него карабин — это, знаете, неотъемлемая часть, в случае чего у него всегда есть карабин. Но знаете, я к чему пришел? Что вот, например, вот такой карабин очень удобно повесить себе на джинсы. И в случае чего к нему там что-нибудь пристегнуть. Например, ключи от машины, которые вечно некуда запихать. Знаете, что это такое? Это называется хат-пэк. Открываете и крепите себе куда-нибудь на спину, там под попу кладете. Вы можете в карманы положить. И все, и вам тепло. Таким вот образом корейцы согреваются зимой. Вот, смотрите, я говорил, под попу можно. Здесь вот прям очень большой хат-пэк. Ручки для сковородок. Я не знаю, как это все придумывается. Ну вот просто сидит чувак такой, говорит, блин, было бы классно придумать какую-нибудь такую металлическую прихватку. И делает ее. И продает потом по 1000 вон. И я уверен, они продаются просто там, не знаю, миллионами штук. Такой мини-мангальчик для того, чтобы приготовить еду на природе. Газовые баллоны, уголь, сетки для шашлыка. То есть они тут также готовят, есть поменьше, есть побольше. Это же что? Это лопата. Смотрите, она какая жесткая вообще. Ну, в смысле, выглядит просто невероятно круто. Это что тут? Линейка еще на ней? Офигеть, ей еще можно измерять. Ей можно копать, ей можно долбить, резать и пилить, измерять. О, ей можно открывать пиво. Все, пацаны, надо покупать. Главное, что она умеет открывать пиво, а все остальное уже, ну, вы сами поняли. Конечно же, когда-нибудь пригодится. Да и вообще, мне кажется, что если у вас будет такая дома открывашка для пива, все друзья вам будут респектовать. На этом этаже тоже есть рамен. Ну, а с другой стороны, если вы собираетесь на природу, ну как без рамена? Я вот тоже не понимаю. И снова нас преследуют персонажи из K-pop Demon Hunters. Это у нас складная мебель. Похоже на скамейку, но, судя по всему, это какой-то столик. Есть вот такой столик. Есть вот такая табуретка. Выглядит вот так, но собирается очень легко. Есть вот такая табуретка как сказать, пошикарней. Есть вот такие стульчики раскладные. И все это стоит по 3 либо 5 тысяч вон. Смотрите, сколько цветов. Скажу честно, лично для меня этот этаж не особо интересен, именно с точки зрения флористики, потому что я небольшой ценитель цветов. Но те, кто любят выращивать цветы, либо дарить цветы, я думаю, они будут в восторге от этого этажа. Я так подозреваю, они все искусственные, потому что выглядят они красиво, а на ощупь, да, это искусственные цветы. Но это не значит, что здесь они только искусственные цветы. Здесь есть и натуральные цветы, а еще здесь продаются семена. Подарочные наборы, убираете этикетку, кладете внутрь деньги, и все, и потом все счастливы. Очень много лопаток для того, чтобы ковыряться в земле. У меня мама любит цветами заниматься, я думаю, она бы тут тоже вот просто взяла бы вот этот весь стеллаж и просто скупила бы его весь. Распылители для шлангов выглядят внушительно. Это чтобы срезать плоды, либо подрезать веточки. Это у нас, я так понимаю, земля. Причем обратите внимание, что она здесь вся разная. Например, вот эта земля хорошо подходит для помидоров. И, кстати говоря, она в прозрачном пакете. Вот вы можете видеть, какая это земля. Вот эта земля тоже отлично подходит для помидоров. Ну, я имею в виду для рассады, судя по всему. Какая-то земля подходит вот для того, чтобы выращивать шпинат. Вот эта земля для цветов. Конечно же, сразу рядом висят семена цветов, пекинской капусты, всяких, это что у нас, горох, да, зелень. Редька. Ну, короче, и съедобная, и несъедобная. Такие миленькие горшки для небольших цветочков дома. Вазы. Смотрите, какая маленькая ваза. Для чего она? А, ну, для веточки. Окей, будем знать, что такие тоже есть.
горшки для цветов. И тоже, кстати говоря, очень дешевые. Вот, например, такой горшок 1000 вон всего стоит. 3000 вон, вот такой вот огромный. Вы, я думаю, уже поняли, что здесь с ценами все в порядке. Вот это вот все стоит очень дешево. Оно все очень качественное. И все очень милое и красивое. Оградка для вашей клумбы 1000 вон. Ну вот сможете такую найти за 56 рублей? Вот так это должно потом в итоге выглядеть на вашей клумбе. А теперь мы пришли в раздел на этом этаже, который мне интересен. И это непосредственно для домашних животных, для кошечек, для собачек. Давайте начнем по порядку. Смотрите, сколько всяких игрушек для вашей собаки. И в этом отделе постоянно кто-то пищит, потому что всем интересно, как это будет работать, если собака начнет это дело грызть. Но я думаю, что вот эта бутылочка с кетчупом по-любому пищит. А где? Нет? Но вот эта вот штука должна пищать. Что это, змейка? Только я не знаю, куда тут... А, вот, что-то нащупал. А, во, видите? Мне кажется, они все пищат, просто надо найти, куда нажимать, и тогда оно будет пищать. Все-таки бутылочка с кетчупом тоже пищит. Ой, ну вот это прям супер громко было. Смотрите, есть смешная игрушка в виде... Это что, коровка? Да, это коровка. И довольная собачка, которая эту коровку потом будет грызть. Они еще животных, смотрите, выбрали таких корги, сибуин, да, это, по-моему, называется порода. Не, ну это просто рай для вашей собачки, для вашего щенка. А тут всякие лежанки, в том числе и для собак, и для кошек. Смотрите, вот какой довольный пёсель изображен. Ну, в принципе, я думаю, если кошке такой купить, она вряд ли в ней будет спать. Но вот собака будет, наверное, с удовольствием. А вот мы пришли до одежды. И смотрите, как это выглядит достаточно мило. Здесь есть такие вот милые наряды. Я не знаю, можно нарядить своего питомца в стиле корейской аджумы. Смотрите. Мне кажется, это мило. И, кстати говоря, это сейчас в тренде для собачек. А есть, получается, такой же его для кошек. Смотрите. Но это что-то такое уже теплое. Если вы выгуливаете кошечку, в самый раз такое на нее надеть. Но вот это прям вообще на самом деле милота. Я так понимаю, это вот как раз для того, чтобы шлейку прицепить. Да, собственно, все верно. Ну, просто потрясающе. Если бы я чеснока перевез в Корею, я бы ей даже купил вот такой вот шарфик. Смотрите, тут даже есть шарфик для кошки. Есть шапочки. Это очень мило. Здесь зачастую, знаете, с домашними животными возятся как с детьми, поэтому очень много вот таких вот всяких красивых, допустим, вот воротничок есть. Ну, мне кажется, если у вас собачка вот типа как раз вот как корги, да, это будет очень даже уместно и красиво смотреться. Миллион просто всевозможных вкусняшек. Причем они здесь, знаете, такие есть разнообразные, что есть прям натурально стейк. Стейк для собаки. А вот, собственно, и стейк. Ну, реально выглядит как стейк. И я уверен, что это натуральное мясо. Стоит, кстати, недорого. 2000 вон. Таких накупить много для своего питомца. И радовать его полусушеным мясом. Я даже не буду сейчас разбираться, что есть что, но ассортимент просто огромный. Это еще, знаете, в этом магазине не продается пиво для собак и соджу. Да, в Корее есть пиво и соджу для собак. Специальные полотенца для собачек. Смотрите, какой довольный пёсель. Вот купите вот такое полотенце, и вот он будет у вас точно таким же. Мне, знаете, еще что понравилось? Вот такая вот одежка, тоже для вашей собачки. Знаете, в чем фишка? У нее здесь еще вот такой вот пенальчик на спине будет. И в этот пенальчик вы можете положить пакетики, когда вы выгулите собаку, если она делает, как сказал бы один мой приятель, делает грязь, то, собственно, достали из этого пенальчика пакетик, собрали и выкинули. Смотрите, какая балдежная когтеточка. У меня чеснок такую просто обожает. И она, кстати, любит еще и лежать на них. Она, конечно, лежит не вот так, она по-другому лежит. Но, тем не менее, я думаю, если бы я привез ей такую когтеточку, то она бы вот точно так же бы и развалилась бы на ней. И попутно скребла бы ее. Тоже игрушка для кошки, но она, наверное, не пищит. Да, она не пищит, она просто вот такая приятная именно на сжимание. Я думаю, кошка, когда будет и с ней играть, ей будет весело. Это что у нас? Кошачья мята, что ли? Ну, от такого они точно будут сходить с ума. Удочки для кошек. Ну, скажу честно, вот я не знаю, как у остальных, но вот, например, у меня чеснок не любит вот все эти истории. Она вообще на них не реагирует никак. Ей не нравится. Но ей нравится зато, когда там, не знаю, с солнечным зайчиком играешь. Но вот эту всю историю она вообще как бы не воспринимает всерьез. Типа посмотрит на нее так, типа, ты что, идиот?
что ты мне принес? И все, и до свидания, и зря покупал. А это уже какие-то извращения. Если вы хотите из кошечки либо из собачки сделать льва, вот вы покупаете вот такую шапку. Ну а это просто, если вдруг боитесь, что ваша кошка замерзнет. Столько всякой чепухи, если честно. Я по-другому назвать не могу. Но я уверен, это очень большими количествами раскупается. А я вам еще, оказывается, не всю одежду для животных показал. Смотрите, пуховики, есть кофточки. Это что у нас, худи? Или как это правильно называется, толстовочки. Выбрать есть из чего. Где-нибудь видели вообще футболку для кошек? Вот я вам показываю, вот так она выглядит. Не знаю, как вы, но я, если честно, уже устал. Я уже 2 часа хожу по этому магазину, и у нас осталось всего лишь 2 этажа. И следующий этаж у нас посвящен автомобильным принадлежностям, аксессуарам всяким и инструменту. Ну, давайте. Последние, так скажем, финальные рывки остались. Этот этаж еще называется Handicraft. То есть имеется в виду, что вы тут что-то еще создаете руками. И я так понимаю, здесь есть в том числе всякие товары для того, чтобы заниматься вышивкой, плетением. Там были нитки, здесь у нас иголки, булавки, какие-то еще штуки. Я даже не знаю, что это такое. Вот это для чего? Для того, чтобы украшать? Это у нас что, бисер, что ли? Но только вот здесь уже что-то сплетено. Ну, тоже, я так понимаю, для того, чтобы пришивать к одежде. Пряжа, нитки. Ну, в общем, вы поняли. Снова какие-то контейнеры, только уже для хранения карточек айдолов. Это у нас контейнер для хранения капсул для кофемашины. Примерно такие же, только чуть-чуть подлиннее контейнеры для того, чтобы хранить фломастеры и карандаши. По статистике YouTube у меня 70% аудитории это мужчины. Поэтому, мужики, смотрите, тут можно купить дворники в магазине, где продается косметика и всякая утварь для кухни, можно купить дворники. А еще здесь можно купить чехол для руля. Или как это правильно называется? Поправьте меня в комментариях. Щетки, микрофибры. Вот это для чего? Это ж несерьезно как-то. Это все, я понял. Это для того, чтобы... Я даже не знаю, как это описать. Даже такая штука есть. Я так понимаю, это нужно класть на сиденье автомобиля, чтобы оно не запачкалось или что? Ну, наверное, такая функция. А вот это, я считаю, очень важная штука. Во-первых, ее можно под голову, точнее под шею. Но самое важное это под поясницу. Смотрите, как удобно это выглядит. Ну, ладно, выглядит удобно. Не факт, что это удобно вживую. Но, честно говоря, я вот как автолюбитель от такой бы штуки не отказался в своей машине. Надо будет в России такую же найти себе. Подголовники, хотя, наверное, правильно говорить, подшейники, да? Защитная ткань от солнечных лучей и от снега. Всякие наклейки, типа ребенок в машине. Вот эти вот светящиеся палки любят их деды использовать. Постоянно ходят с висками и вот этими светящимися красными палками. Замки велосипедные разной длины. Но при этом, кстати, цена не сильно отличается от длины. Отличается она, видать, от того, из чего это сделано. Вот этот типа понадежнее 5000 вон стоит, а этот... Сколько? Это 3000 вон. Но он тоже вроде надежный. Насосы для подкачки шин. Катафоты, сигнальные огни. Подставки под телефоны, разветвители в прикуриватель всякие разные. Всякая мелочь для салона вашего автомобиля, в том числе и вонючки. Это у нас освежители воздуха. Малярные принадлежности. Тут же вот рядом есть малярный скотч. Кстати говоря, очень полезная штука, я часто ей пользуюсь, даже ничего дома не малируя. Тейпы, скотчи. С другой стороны тут изоленты и двусторонние скотчи, суперклеи, жидкие гвозди, хомуты обязательно, без хомутов вообще никуда. Конечно же, здесь есть рулетка. Рулетка незаменимая вещь. Есть как такая более профессиональная и очень длинная. Но есть вот такая вот маленькая бытовая. О, вообще, смотрите, как брелок. Все тоже по 1000 вон стоит. Но вот это вот, конечно, внушительная, которая строительная, профессиональная, она стоит уже 3000 вон. Отвертки, наборы, биты и так далее. Блин, ну тут тоже большой выбор очень. Плоскогубцы есть. Есть разводные ключи. И выглядят они, кстати, очень классно. Я в том плане, что очень надежно, мощно. Вот такой вот ключ стоит 5000 вон. Вот этот тоже стоит 5000 вон. Он прям тяжелый. 5000 вон всего. Тут даже метизы есть, смотрите. Метизы, кто не знает, это шурупы, саморезы, гвозди и так далее. Веревки, ящики под инструмент. Такой ящик стоит 5000 вон. Очень достаточно вместительный и многосекционный. Удлинители, выключатели, розетки. Блин, ребят, здесь есть, короче, все. Смотрите, какая забавная штука есть здесь. Это, короче, подставка, точнее, хаб
для зарядки телефона и всяких других гаджетов. Подразумевается, что у вас внутри находится удлинитель, и в него воткнуты все ваши зарядки. И потом вы можете эти шнуры от зарядок вытаскивать с разных сторон, в том числе и сверху. И вот так вот поставить сверху телефон и заряжать. Тут специально есть углубление для этого. Абсолютно бесполезная вещь, но прикольная. Типа эргономичная. Ой, ладно, погнали на последний этаж. И если верить плану этого здания, то последний этаж посвящен моде и путешествиям. А здесь уже намного люднее. Все-таки мода есть мода, путешествие есть путешествие. Easy Wear — это типа категория одежды, которую там носят дома, либо там куда-нибудь на пробежку, на вечернюю прогулку. Она очень дешевая и просто функциональная. Вот с вот этих жилеток я все время угораю, потому что они, знаете, выглядят достаточно, ну, очень просто, но зачастую их носят всякие дяденьки, короче, аджащи, их называют здесь в Корее. И смотрите, как их носят. Это очень, на самом деле, теплая вещь, телогрейка, но они надевают эти жилетки под костюмы. То есть рубашка, галстук, потом сверху вот эта жилетка, телогрейка, и потом только уже пиджак. Это выглядит максимально странно, но очень много вот именно дядек, здесь вот именно таких уже взрослых дядек, именно вот так эти жилетки и носят. Понятно, почему этот этаж называется посвященный моде. Тут всякие детские украшения, в том числе бантики, заколки. Очень много там резинок всяких висит. Я давайте не буду это детально показывать. Знаете, что мне очень нравится на этом этаже? Это вот эти все аксессуары для путешествий. Потому что здесь есть вот такие вот мини-сумочки для того, чтобы в них что-нибудь хранить. Например, вот как раз туалетные принадлежности. И здесь специальные эти сумочки специального материала. Они дырявые и, собственно, любая мокрая, там, условно говоря, какая-нибудь бутылочка будет проветриваться и, ну, короче, будет сушиться внутри. Не всем понимаю, почему вот эти пакеты у них находятся в разделе путешествий, но они очень милые, потому что это персонажи из Какао Ток, Какао Френдс они называются. Как обычно, очень много всяких мелочей полезных, например, тряпочка для того, чтобы протирать ваши очки. Но здесь знаете, что есть? Вот такие вот наборчики для хранения ваших линз. Если у вас слабое зрение, вы не любите носить очки, но пользуетесь линзами, вот такая вот жидкость и футляр очень удобный будет. Также есть, вот смотрите, дозаторы, да, ну, короче, сюда вы можете там налить свой там любимый шампунь, жидкое мыло, там еще какая-нибудь там кондиционер, например, для волос, и не таскать с собой вот эти большие бутылки, а именно вот такие взять, налить сколько вам нужно, допустим, вы на неделю едете, вам этого должно хватить. Это мини-мыльница. Вы покупаете вот такую штуку, это уже внутри там мыло, не надо покупать вот этот, знаете, большой кусок мыла и отдельную мыльницу под него. Здесь есть стики с шампунем, с гелем для душа, просто для умывания, ну, я имею в виду умывашка для лица. Это у нас что? Это у нас какой-то порошок для очищения, не знаю, что это. В общем, здесь очень большой выбор на все случаи жизни. Подушки для путешествий. Очень удобно, есть как надувные, а есть вот такие уже готовые. Конечно же, чехлы для ваших чемоданов. Мне очень нравятся вот эти миленькие чемоданчики для того, чтобы какую-нибудь мелочь сюда складывать. Я очень часто вижу, что кореянки и корейцы используют их. И знаете, это выглядит всегда достаточно функционально. В том плане, что, смотрите, вот сюда положили там паспорт, вентилятор, какие-то мелочи, которые вам могут понадобиться в дороге. И потом вот так вот вы их на небольшом чемоданчике на ручку прикрепляете. Здесь вот специально есть для этого лямка. Вот. И это очень удобно, они очень вместительные. Ну и выглядят очень мило. По крайней мере, корейцы смотрятся с ними очень всегда забавно. Пакеты для одежды. Очень удобно, если боитесь, что там замарается, не дай бог, или не знаю, для чего эти пакеты нужны. Ну, короче, вот они тут есть. А еще здесь есть вакуумные пакеты, насколько я знаю. Сейчас становится холодно, и очень много появилось здесь перчаток. А еще вот таких вот наушников теплых, с помощью которых ваша голова не будет мерзнуть. Вообще, на самом деле, это очень полезная штука. Думаю себе купить такую, потому что я обычно гоняю в кепках. Вот эта вещь классная, смотрите, такой вот капюшон покупаете, вам не обязательно иметь в итоге куртку с капюшоном. И вот этот же капюшон, он идет сразу как будто бы с шарфом. И, собственно, он и завязывается так очень легко. То есть не на липучках, ни на чем, просто вот так вот взяли, завязали и все. Я не помню, как это называется. Но это очень удобно. Это очень удобная замена шарфу. Если я такую каждый год покупаю,
А еще здесь, смотрите, есть тоже вот такой вот капюшон с балаклавой, чтобы, опять же, не подморозить себе лицо. Термобелье. Я таким пользовался, скажу честно, оно очень удобное, очень легкое, его практически не чувствуешь на себе, но оно очень теплое. Знаете, в чем особенность вот этого термобелья? В том, что оно плотно прилегает к телу, оно еще из какого-то специального материала сделано, она отводит влагу, и за счет этого вы не мерзнете. Короче, классная штука, и стоит всего лишь 5000 вон, а что-то и 3000 вон. Итак, друзья, все, видео подошло к концу, я вам показал этот невероятный магазин, мы прошлись по всем этажам, и скажу вам честно, я не стал заострять очень много внимания на некоторых позициях, поэтому если вам видео понравилось, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях, и возможно я сниму для вас еще одно подобное видео, где в том числе проведу распаковку наиболее интересных и классных вещей с магазина Taiso. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким, спасибо за просмотр, и увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока, и не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали.